Здравствуйте, дорогие мои! Тем, кто соскучился по муссовым десертам, предлагаю приготовить грушевый торт с франжипаном. Торт состоит из песочной основы с франжипаном, слоя карамели, грушевого конфи и мусса на основе сливочного сыра. Покрывать торт можно зеркальной глазурью или велюром. И для приготовления мне необходимо для песочной основы 75 граммов просеянной пшеничной муки, это 2,5 столовые ложки, 40 граммов холодного сливочного масла, 20 граммов молотого миндаля или миндальной муки. Я в данном случае молола миндаль сама, причем с кожурой, чтобы он был более ароматным. 1 столовая ложка сахара, это 25 граммов, 1 желток среднего яйца. Для франжипана 50 граммов молотого миндаля или миндальной муки. Я также использую молотый миндаль, причем с кожицей. 50 граммов сливочного масла комнатной температуры. 50 граммов сахара, 2 столовые ложки и 1 яйцо. Для карамели 60 граммов жирных сливок, 25 граммов сахара, 1 столовая ложка, 25 граммов сиропа глюкозы или меда или инвертного сиропа. Я положила сразу в сотейник, чтобы не возить по посуде. 20 граммов сливочного масла и 1 грамм соли. Это маленькая щепотка. Причем соль добавляйте тогда, когда вам больше нравится. Если вы любите, чтобы в карамели были крупинки соли, то добавляйте в самом конце. Для грушевого конфи 200 граммов грушевого пюре или такое же количество очищенных спелых груш. 50 граммов лимонной мякоти, очищенной от пленок. 50 граммов сахара, это 2 столовые ложки. Впрочем, сахар регулируйте сами. Может быть, груши у вас будут не сладкие, можно добавить побольше, или очень сладкие, и можно взять поменьше. 10 граммов кукурузного крахмала, это 2 чайные ложки, и 10 граммов желатина, плюс 50 мл холодной воды. Для мусса 100 граммов сливочного сыра, 100 граммов белого шоколада, 100 мл молока, 200 мл жирных сливок для взбивания или отвешенной сметаны. Ссылку, как сделать отвешенную сметану, оставлю в описании под видео. И 5 граммов желатина плюс 25 граммов холодной воды. Сливки пока должны находиться в холодильнике. Я буду использовать 2 квадратные формы. Больший квадрат, сторона 16 см, внутренний квадрат, сторона 14 см. Это то же самое, что 2 кольца 18 и 16 см в диаметре. Начинаем с замачивания желатина. Добавляем к 1 и ко 2 порции холодную воду, перемешиваем и оставляем набухать. Песочное тесто можно делать руками, в комбайне или в блендере, как вам удобнее. Для начала смешаю все сухие ингредиенты: мука, молотый миндаль и сахар. Можно добавить щепотку соли. Все перемешиваю. Сюда же нарезаю охлажденное сливочное масло. И пальцами замешиваю в крошку. Полученную крошку я пересыпала, хотя если объем блендера у вас позволяет, можно этого и не делать. Можно замешивать тесто прямо там, чтобы не пачкать лишнюю посуду. Делаю углубление, выкладываю желток и замешиваю тесто. В итоге получаем вот такой вот комочек песочного теста. Поставьте на пергамент кольцо или квадратную форму меньшего размера и распределите по дну песочное тесто. Можете его раскатать и уложить внутрь, можете сделать это руками или с помощью ложки. Песочную основу густо накалите вилкой и отправьте на 15-20 минут в морозильник. Духовку разогреваю до 170 градусов и отправляю туда подмороженное тесто на 10 минут. Достаю песочную основу и дам ей остыть. А пока сделаю франжипан. А температуру духовки снижаю до 160 градусов. Мягкое масло я взбиваю вместе с сахаром. Сюда же разбиваю яйцо и взбиваю все вместе. Сюда же добавляю миндальную муку или миндаль и также вместе взбиваю. И получаю вот такую однородную массу. Тесто остыло, и сверху я выкладываю франжипан. Массу нужно разровнять и все вместе опять отправить в духовку минут на 10-15. Нам нужно, чтобы слой стал плотнее, но главное его не засушить. То есть, когда вы его вытащите, он должен пружинить. Если в духовке есть режим конвекции, включите его. Франжипан готов. Вот такая у него мягкая поверхность. Он может
может немножко подняться, но потом осядет и поверхность будет ровной. Теперь ему нужно дать полностью остыть. Сахар вместе с глюкозой выкладываю в сотейник с толстым дном и ставлю на плиту. Включаю небольшой нагрев и жду, пока сахар с глюкозой расплавится и приобретет карамельный цвет. Если используете глюкозу, то карамелизируйте ее вместе с сахаром. И можете, когда она растопится, немножко помешивать аккуратно. Если используете мед или инвертный сироп, сначала карамелизируйте сахар, а потом добавьте. Иначе вы просто не увидите цвет вашей карамели. И сахар в таком случае лучше не мешать. Лучше просто приподнимать сотейник, наклонять его из стороны в сторону, чтобы он равномерно плавился. Если вы немного помешиваете сахар с глюкозой, не мешайте круговыми движениями, чтобы масса не наматывалась на лопатку. Просто потихоньку прижимайте, смешивая растопленный и нерастопленный. Регулируйте нагрев. Смотрите сами за своей плитой. Если очень сильно кипит, уменьшайте. Что касается цвета карамели, то тут на ваш вкус. Если вы любите насыщенный вкус, то тогда цвет должен быть потемнее. Если боитесь, что будет горчинка, делайте тогда светлую. В это же самое время на другой конфорке или в микроволновке должны греться сливки. Их нужно довести практически до кипения, кипятить не нужно. Когда карамель приобрела желаемый цвет, частями вливаете горячие сливки, при этом интенсивно мешаете. Будьте аккуратны, потому что будет много пены. После того, как все сливки влили, хорошо перемешали, 2-3 минуты прогрейте всю массу, для того, чтобы комочки в ней растворились. Не переживайте, они образуются в любом случае, но при прогревании все расходится. В это же время можно добавить соль. 2-3 минуты прогрели, все комочки растворились, и нагрев можно выключать. Теперь нужно дать карамели остыть, примерно до 70 градусов, и добавить сливочное масло. Для более быстрого остывания можно перелить карамель в холодную посуду. Добавляю сливочное масло и все перемешиваю. Можно пробить блендером, но количество карамели совсем небольшое, поэтому перемешаю лопаткой. Бывает, что карамель расслаивается, но ничего страшного. Можно или опять же пробить блендером, или хорошо перемешать ручным венчиком. Теперь надо немного подождать, пока карамель остынет, станет погуще. Можно поставить ее в холодильник. Минут на 20, на полчаса. Когда карамель загустела, я выкладываю ее на франгипан. Ее нужно распределить тонким слоем. Теперь эту основу мы затягиваем пленкой и убираем в морозильник. И здесь есть такой момент. Дело в том, что конфи нам нужно будет сделать в такой же форме, то есть в меньшем квадрате или в меньшем круге. И если у вас только одна эта форма, тогда нужно подождать, пока этот слой подморозится, вырезать его из формы, завернуть в пленку, опять убрать в морозильник, а саму форму освободить для конфи. Переставлю основу на ровную поверхность и вот так поставлю в морозильную камеру. Выкладываю грушем лимон и примерно половину сахара, можно чуть больше. И с помощью блендера превращаю все это в пюре. И переливаю все в сотейник. К оставшемуся сахару добавляю крахмал. Все смешиваю, выкладываю в фруктовое пюре и размешиваю до однородности. Перемещаю сотейником на плиту. И здесь на небольшом нагреве при постоянном помешивании довожу всю смесь до кипения и провариваю около минуты. Теперь нагрев выключаю и в горячее пюре добавляю набухший желатин. И теперь все нужно перемешать до полного растворения желатина. Конфи готово. Я подожду, пока оно остынет до комнатной температуры. Можно накрыть пищевой пленкой в контакт с поверхностью, можно просто помешивать. Приготовлю форму для конфи. Мне нужно обтянуть квадрат меньшего размера или кольцо 16 см с одной стороны пленкой. Вот так пленка прилипла. Переворачиваю. Остывшие конфи выливаю в подготовленную форму. Затягиваю сверху пленкой и убираю в морозильник. Перед тем, как готовить мусс, нужно подготовить форму для сборки торта. Возьмите кольцо 18 см или квадратную форму со стороной 16 см. Нужно сделать дно, обтянув форму пищевой пленкой. И вот здесь нужно постараться, чтобы поверхность пленки была ровной.
такие формы сложно обтягивать. Здесь есть стыки. Поэтому мне пришлось нагреть ее в духовке до горячего состояния. Ну вот и когда обтянули, переворачиваем. Изнутри форму прокладываю кондитерской лентой. Заменить ее можно полоской файлика. И когда форму подготовили, можно делать мусс. Молоко нужно довести до кипения или на плите, или в микроволновой печи. Шоколад растопить. Тоже или в микроволновке, или на водяной бане. В горячее молоко добавляю набухший желатин. И все перемешиваю до полного растворения желатина. Выливаю горячее молоко с желатином на сливочный сыр. Подожду, пока сыр хорошо согреется. И все перемешаю. Сюда же добавлю растопленный шоколад. И перемешаю все до однородности. Можете перемешивать миксером. Теперь нужно подождать, пока вся эта масса охладится примерно до 27 градусов. В общем, достигнет комнатной температуры. И можно будет взбивать сливки и все смешивать. Сливки взбиваем до пышного состояния. Вот для такого устойчивых пиков не нужно. И добавляю к шоколаду со сливочным сыром. И на этом мусс готов. Торт можно собирать. Достаю из морозильника конфи основу и вырезаю. Смотрите, какая красивая. Выкладываю половину мусса и опускаю грушевые конфи. Сверху выливаю весь остальной мусс. И на него карамелью вниз выкладываю основу. Ну и осталось все притопить, чтобы вывести на общий уровень. На этом все. Сверху натягиваю пищевую пленку и убираю торт в морозильник до полного застывания. Торт полностью заморозился, и я подготовлю его для покрытия. Пока я буду готовить велюр, я пока опять уберу торт в морозильник. Для велюра я беру 50 граммов какао-масла и 50 граммов белого шоколада. И желтый краситель. Краситель должен быть либо специальный для шоколада, либо жирорастворимый. Растапливаю шоколад и какао-масло. И к полученной массе добавлю краситель. Количество красителя зависит от его качества и от интенсивности цвета, который вы хотите получить. Велюр готов, и мне нужно подождать, пока он остынет. Его температура должна быть примерно 35, 36, 37 градусов. Здесь точность до градуса не нужна. Ну и опять достаю торт из морозильника. Теперь уже снимаю и кондитерскую ленту. У меня лента была выше, поэтому я немного уберу излишки мусса, которые остались, чтобы торт внизу был ровный. Просто пройдусь ножом. И какие-то неровности сгладьте рукой. Все, могу торт покрывать. Не пугайтесь моей боевой коробочки. Она у меня уже тут всеми цветами радуги. Торт готов. Осталось аккуратно переместить его на подложку и декорировать на свой вкус. Для тех, кто никогда не имел дела с муссовыми тортами, напомню, что их нужно, конечно же, размораживать. Никто в замороженном виде их не ест. То есть вы замороженный торт переставляете в холодильник и ждете, пока он оттает. Этот процесс занимает, в зависимости от состава торта, от 5 до 12 часов. Ну, декор, конечно же, на ваше усмотрение. Я вот давно думала, куда мне приспособить готовый декор. По-моему, будет очень неплохо. Ну, а сверху можно положить вот такую вот грушевую чипсу. И мне кажется, на этом достаточно. Вот такой муссовый грушевый торт у меня получился, и обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита и успехов в кулинарном творчестве. Благодарю вас за просмотр и желаю успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч! Кухонные